Салют, дорогие зрители и гости моего канала. Рад представить вашему вниманию обзор на квадрокоптер Autel Evo 2 Pro. Autel Robotics, он же производитель Evo 2 Pro, это американская компания, занимающаяся производством систем видеонаблюдения. Значительная часть ее производства находится в Китае. По неофициальной информации, большинство инженеров-разработчиков подразделения дронов это выходцы из DJI. Серия Evo 2 впервые была представлена на международной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Несмотря на провальную пиар-кампанию, разработчикам все же удалось заинтересовать определенный круг пользователей, а все заявленные характеристики на выходе оказались выше, чем ожидалось. Серия Evo 2 появилась в продаже чуть больше года назад, и на нее уже достаточно обзоров. Я посмотрел несколько, и в основном все они похожи на инструкцию по эксплуатации. Скорость, высота, дальность полета и перечисление ТТХ. Я хочу, чтобы наш обзор был максимально объективным. Красивые футажи, музыка, впечатления и эмоции. Ну и главное – искренность. Дизайн. Evo 2 выпускается в трех версиях, которые отличаются друг от друга лишь камерами: стандарт, Pro и Dual. Главная особенность Evo 2 – модульная система камер, то есть пользователь может сам выбирать, какую из камер ему установить. Дрон раскладывается аналогично Zino 2 и Fimi X8 SE, сперва передние, а затем задние лучи. Такая конструкция, на мой взгляд, гораздо удачнее, чем у DJI. Несомненное отличие от конкурентов – яркий оранжевый цвет корпуса и брутальный черный цвет лучей. Такая расцветка смотрится очень стильно и привлекательно, а также выгодно выделяет аппарат в воздушном пространстве, позволяя не упускать его из поля зрения. Корпус намного крупнее Mavic 2 Pro, качество пластика на высочайшем уровне и, на мой субъективный взгляд, гораздо прочнее, чем у конкурентов. Дизайн довольно агрессивен и брутален, лично мне он понравился. Камера. Evo 2 Pro оснащена дюймовой матрицей от Sony, разрешение сенсора 20 мегапикселей, угол обзора 82 градуса, эквивалентное фокусное расстояние 28 мм. Наиприятнейший бонус для профессионалов – переменная диафрагма от f2.8 до f11. Заявленное рабочее ISO в режиме видео от 100 до 6400. На практике я не рекомендую задирать ISO выше 1600. Процессор кодирует видео в разрешениях от Full HD до 6К. Остановимся поподробнее на разрешениях 6К и 4К. В режиме Ultra HD максимальный фреймрейт 60 FPS, в режиме 6К 30. В обоих режимах битрейт составляет около 120 мегабит в секунду, что на мой взгляд довольно мало, учитывая огромный поток данных в 6К режиме. 10-битная технология позволяет Evo 2 Pro записывать до 1 миллиарда цветов. Камера сохраняет богатую детализацию теней, что обеспечивает большую гибкость при постобработке. Для кодирования представлены два кодека H264 и H265. Для тех, кто использует для монтажа Adobe Premiere Pro, я категорически не советую сохранять видео в H265 во избежание ошибок при экспорте. Камера пишет потрясающие 6К, которая действительно, несмотря на низкий битрейт, обладает высокой детализацией. В отличие от других конкурентов DJI, Evo 2 не подвержена расфокусировке при минусовой температуре. Подвес отлично справляется со своей задачей, благодаря чему мы получаем плавное видео без желе и прочих сюрпризов. Также огромный плюс подвеса – это отсутствие завала горизонта. Даже при экстремально резких поворотах подвес удерживает горизонт без единого намека на завал. В целом, Evo 2 очень тяжело назвать конкурентом DJI, так как камера превосходит буквально во всех характеристиках флагмана DJI, уступая лишь DJI Inspire с камерами X5 и X7. Пульт управления. Аппаратура управления кардинально отличается от DJI и прочих производителей. В первую очередь 3-дюймовым OLED-дисплеем, который не только отображает телеметрию, но и способен транслировать картинку с камеры без применения смартфона. Дисплей обладает хорошим разрешением и обеспечивает доступ к полезной информации о полете, настройкам камеры и другим полезным функциям без подключения к смартфону. Снизу откидываются две довольно неудобные ручки, сделанные из гладкого пластика. На тыльной стороне расположены две кнопки A и B, которые можно кастомизировать на свое усмотрение. На торце расположены колесико наклона подвеса, кнопки переключения дисплея и активации записи фото и видео. Нажатие кнопок сопровождается вибрационным откликом. Лицевая сторона пульта выполнена в глянцевом исполнении. К сожалению, передняя сторона чрезмерно маркая. Спиртовые салфетки – неотъемлемый аксессуар для владельца. Стеки несъемные, довольно короткие, и к ним придется привыкать. Емкость батареи пульта внушительная – 5000 мАч. Батареи хватает на 5-6 полноценных полетов. В целом пульт неплохой, но лично мне он не понравился.
Полет и управление. В воздухе дрон ведет себя максимально уверенно и по поведению очень похож на DJI Phantom 4. В отличие от X8 SE и Zino 2, он держит точку стабильно. Предельная скорость 20 метров в секунду, ветроустойчивость 8 уровень. Летать на Evo 2 одно удовольствие, чувствуется мощность, массивность и инертность. Тормозной путь довольно большой, и это неудивительно. Сильный ветер, дрон накреняется, но не стоит беспокоиться. Подвес отлично справляется со своей задачей, все кадры будут максимально плавными даже в суровых погодных условиях. Полет на Evo 2 не оставит равнодушным даже самого заядлого агрофаната DJI. Датчики препятствий. Разработчик уделил особое внимание безопасности полета. Корпус дрона оборудован 12 оптическими датчиками и парой ультразвуковых сенсоров по всем сторонам корпуса. Искусственный интеллект позволяет строить 3D-карту в онлайн-режиме и обеспечивает распознавание и отслеживание до 64 объектов одновременно. Я протестировал работу датчиков и с уверенностью могу заявить, что они работают полноценно и без сбоев. Другой вопрос, нужны ли они вообще. Лично я всегда летал без использования датчиков и вам советую отключить их. Батарея. Дрон оснащен интеллектуальной литий-полимерной батареей емкостью 7100 мАч. Батарея огромная, но легко вставляется и выдвигается. Разработчик запатентовал систему BAT-Lock, предотвращающую выброс аккумуляторов во время быстрых полетов или аварий. Время полета в безветренном режиме около 35 минут. Время зарядки батареи 1,5 часа. Единственный минус – невозможность зарядки посредством Type-C разъема. Но все же есть один способ заряжать батарею в полевых условиях, но для этого необходим либо мощный Powerbank, либо аккумулятор 12 вольт с автомобильным инвертором. В целом разработчики Autel приняли правильное решение при проектировании батареи, и даже DJI в новых моделях дронов решили перейти на данный формат. Приложение. Взаимодействие с Evo 2 Pro производится посредством приложения Autel Explorer. В нем доступно два режима – управление БПЛА и формирование карты с миссиями. Разберем интерфейс. Карта местности активируется в левом верхнем углу. Переключение с карты на радар производится тапом по иконке. Для тонкой настройки экспозиции нажимаем по данному значку. Тут мы можем выбрать разрешение видео и задать фреймрейт. Следом выбор формата MP4 либо MOV. Далее мы можем настроить диафрагму, установить выдержку и выставить ISO. В настройках баланса белого мы можем выбрать пресет, либо вручную выставить значение в кельвинах. Абсолютно бесполезная функция цифрового зума. Тонкая настройка фокусировки и выбор цветовых профилей. Настройка интервальной съемки. В правом верхнем углу можно активировать либо дезактивировать датчики обнаружения препятствий. Переходим в настройки коптера. Во вкладке Flight Control мы можем активировать режим чайника, выставить высоту возврата RTH, активировать спортивный режим, выставить предельную высоту. Максимальное значение 800 метров. Далее мы можем активировать и выставить лимит дистанции, калибровка компаса и ИМУ. В продвинутых настройках мы можем отключить передние и задние светодиоды, а также тонко настроить EXP и чувствительность. Во вкладке Visual Navigation мы можем включить либо отключить систему обнаружения препятствий, а также активировать умную посадку на взлетную площадку. Во вкладке Remote Control мы можем откалибровать стики, выбрать мод управления, выставить канал управления, выбрать качество потока. Во вкладке Aircraft Battery отображается напряжение каждой банки, температура, количество циклов заряда, суммарное напряжение. Чуть ниже доступен ползунок для предупреждения о критически низком заряде, серийный номер батареи. Также можно выставить таймер, после которого батарея автоматически будет разряжаться для перехода в режим хранения. Во вкладке Gimbal мы можем выбрать режим Stabilized либо FPV, активировать автоматическую калибровку подвесов, включить подъем камеры и настроить pitch. Во вкладке Live мы можем включить трансляцию на любой из стриминговых сервисов. Во вкладке General мы можем указать параметры RTH, выбрать систему счисления, метрическую или имперскую. Далее можно активировать отображение координат, включить либо отключить голосовые оповещения системы облета препятствий, выбрать язык приложения. Во вкладке About отображены серийные номера компонентов и версия приложения. Переходим к настройкам камеры. Активация композиционной сетки, выбор прицела, гистограмма, блокировка подвеса во время съемки, предупреждение о пересвете, выбор кодека H264 либо H265, формат карты памяти. NFISI зоны. К огромному счастью, на Evo 2 нет запретных зон. Вы можете летать там, где захотите, но имейте в виду, что в крупных городах стоят глушилки и спуферы. Также не стоит летать над стратегическими объектами и уж тем более рядом с аэропортом. Стоит учитывать тот факт, что Evo работает на частоте 2,4, которую очень легко заглушить. Недавно у меня был случай, чуть не повлекший к потере моего Mini 2. При попытке снять Крымский мост я получил сообщение о сильных помехах. Через пару секунд связь пропала. Коптер самостоятельно развернулся и полетел в сторону здания, попутно снижая высоту. Лишь в последний момент вернулась связь, и я смог вернуть свой коптер, поэтому я крайне не рекомендую летать в крупных городах, особенно в Москве.
Минусы. Очень сложно выискивать в данном девайсе минусы, потому что аппарат отрабатывает свой ценник на 100%. Лично мне не понравилась эргономика пульта, он неудобен, не предусмотрена возможность заменить стики на более высокие. Нет возможности снимать 10 бит видео при 6К разрешении, довольно низкий битрейт 120 мегабит в секунду. Выводы. Evo 2 Pro – это достойный конкурент не только Mavic 2 Pro, но и Mavic 3. Отличная камера, хорошая связь и удобное управление. Autel выпустила на рынок достойный продукт, отвечающий всем требованиям. Моя личная оценка данной модели – 7 баллов из 10. Благодарю вас за просмотр обзора. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях, я отвечу каждому. Всем спасибо и до новых встреч, дорогие мои друзья. Условия для съемки обзора были очень плохие. Бэкстейдж хороший. Ну не знаю, я не попал в кадр, наверное. Не, его... Удивительно, прям в камеру. Да? Ты другого не мог выбрать? Маневрировал. А камера-то целая? Да вроде бы да, там удар-то небольшой был. Видео. Замерз. ДТП было. Пилот был пьян. Какая разница, у тебя не пьяный.